Не всегда есть возможность купить собственное жилье, и возникает вопрос о его аренде. Чтобы не столкнуться с мошенничеством, необходимо знать все тонкости об аренде квартиры или дома. Правильнее всего, если есть дополнительные денежные средства, обратиться в риэлторское агентство. Профессиональный агент по недвижимости подберет подходящие варианты, ознакомит с ними и предложит выбрать вариант, соответствующий всем требованиям клиента. Ни в коем случае не нужно оплачивать услуги риэлтора до окончания поиска жилья. В каждом агентстве свои расценки на услуги. Иногда они практически приравниваются к месячной оплате за квартиру. Если лишних финансов нет, всегда можно найти подходящее жилье с помощью интернета или газет. После того, как были выбраны несколько вариантов, нужно начинать действовать. Для начала необходимо созвониться с собственником сдаваемого жилья и выслушать его условия и пожелания к нанимателю. Также нужно будет представиться и рассказать свои пожелания. После предварительной договоренности пора осматривать сдаваемую квартиру. Не нужно стесняться проверять краны, розетки, выключатели и прочее. Если жилье находится в неприглядном виде, то лучше всего посмотреть другие варианты. Не нужно бояться торговаться в вопросе оплаты, особенно если информация о квартире при осмотре не во всем нашла себе подтверждение. Перед тем, как вносить какие-либо средства по оплате за жилье, собственнику нужно оформить договор о найме жилья. Прежде всего необходимо ознакомиться с документами на сдаваемую квартиру. Если собственник не один, то потребуются дополнительные документы, подтверждающие согласие на сдачу жилья. Также квартиросъемщику нужно затребовать выписку из ЖКХ на наличие задолженности и возможных зарегистрированных граждан в данной квартире. Также в договоре об аренде квартиры нужно обговорить все права и обязанности как собственника, так и квартиросъемщика. Сразу решить, кем и как будут оплачиваться коммунальные услуги, и обсудить возможный ремонт какой-либо бытовой техники. Гражданину, решившемуся снять квартиру, следует понимать, что владелец квартиры будет иметь право посещать свою собственность раз в месяц. Поэтому нужно сразу договориться о времени посещения. При передаче денежных средств за жилье правильнее всего будет каждый раз брать у владельца квартиры расписку о передаче денег. Не стоит бояться потребовать ее, потому что это будет хорошим доказательством в случае конфликтной ситуации. Не нужно снимать жилье без оформления договора о найме жилья. Многие квартиросъемщики уверены, что это лишняя волокита и можно обойтись без нее. Это так, если за время проживания в квартире не было разногласий с владельцем. Нередко бывают случаи, когда возникает серьезный конфликт и доходит до выяснения отношений и даже разбирательства в суде. Вот тогда и придут на помощь договор о найме, расписки о передаче денег и прочие полезные бумажки.